Доброе воскресное утро. Похоже, погода налаживается. У нас наконец-то солнце. И, как я вам говорила, утром у нас вот такое солнце здесь за столом. Ну, все убрано под навес, чтобы не мокло. И я все-таки сначала попью кофе, а потом начну все обустраивать. Смотрите, как красивое у меня. Как это называется? Вокруг дерева. Дожди, конечно, не очень нам нравятся, но растениям, похоже, очень нравится. Смотрите, какая хоста, какой папоротник. Прямо они роскошные. Какие. Сразу взбодрились после таких дождей. Мне нравится однозначно. Даже этот был вообще, думала, уже не оправится, но нет, новые он листочки выпустил. Только морозник у меня что-то вообще не хочет. А вот этот очень красивый цветочек тоже. Ну, листья красивые цветочки, вот это вот они такие будут. И еще одна хоста. Такая красота. У нас сегодня день мамы. Я поздравляю вас с днем мамы. Вот такие у меня ирисы еще здесь есть. Ну, это вы уже видели. И начинаются розы. Ну, как я сказала, у нас сегодня день мамы. Дочь мне подарила вот такие роскошные розы. И нам подарили вот такую коробку сладостей. Это, ну, тут ее переполовинили, но это очень вкусное. Они тут типа вафелика в середине с начинками разнообразными. Ну, как вы понимаете, конфетки, само собой, конфетки. Конфетки-то съедим, а главное это здесь что-то в чем. Полюбуйтесь, какая здесь шикарная коробочка. Смотрите, какой здесь пасторальный викторианский вид. И вообще шикарная коробка. Я коробке обрадовалась больше, чем конфетам. Вот реально. Класс, но не класс. Ну и что ж, я начинаю свой жизненно-вышивальный влог. И посмотрим, что случится на этой неделе. Мы сегодня едем в гости, и это далеко, и, я думаю, надолго, целый день, и вряд ли это будет что-то вышиваться. И вообще ко мне в гости приехала дочка. Так что в ближайшие 2 дня я вышивать не буду однозначно. Но если там будет красивое место, я сниму и покажу, где мы там в Италии обедали. Итак, мы едем в Италию. Город называется Вербания. У нас семейный обед. Отмечаем День мамы. Вот такая красота. День был чудесный. Кое-кто подпортил воздух в машине. Немножко-придушка. Ты нас здесь решила. А вот мы подъезжаем уже к городу. Это было такое достаточно долгое путешествие. Заняло оно 1,5 часа. Но погода была чудесная, виды были прекрасные. И сам город, в который мы приехали, он очень красивый, он очень туристический, он популярный у немцев, у немецкой части Швейцарии, у французов. И тут всегда очень много туристов, и даже вот сейчас. Ну, это, естественно, город находится на Лаго Маджоре, и красивейший город. И потом пошли обедать. Очень милый ресторанчик, ну, ничего особенного, но очень такой интересный. И вот все наше семейство в сборе. Итак, после бурных выходных, наконец-то у меня дело дошло до вышивки, и я вам показываю, что мне удалось навышивать за 2 вечера, по-моему. Ну, как вы видите, я вот здесь закончила вышивать эту гроздь. Я сделала и бэкстич, естественно, потому что я здесь делаю бэкстич сразу, его достаточно много, и
гораздо удобнее делать его по ходу движения. И начала вот эту часть этого сердечка вышивать. Здесь я ошиблась в цвете. Вот эти листики, вот эти вот все листики надо было темно-зеленым, а я вышила их вот таким светло-зеленым. Ну, я думаю, не суть важно это все. Хорошо и так. Ну вот, посмотрим поближе, что у меня получается на данном этапе. Очень милые, как и предыдущая красная зима, и очень-очень они сильно похожи, и поэтому особого энтузиазма у меня вышивать его как бы нет. Но тем не менее, естественно, я начала, и мне хочется его закончить, и чтобы эта работа уже была готова. Ну, я так думаю, еще пару-три, может быть, 3 вечера у меня займет это все дело. Но я пока вместе его отложу и возьму что-нибудь другое. Я еще не знаю, что, я еще не решила. Но вы обязательно об этом скоро узнаете. В видео про вышивальные покупки я не показала вот эту рамку. Я заказывала ее на тему. Ну, аналог Алиэкспресса, если кто не знает. И вот такая квадратная рамочка. Ну, как обычно, понимаете, они без косяков не могут. Вот она вот здесь была поцарапанная. Ну, типа состаренная, будем так. И вот так я оформила. Я вообще никаким образом не закрепила. И без стекла, естественно. И вот еще поцарапанная. Ну, короче, понятно. Дешева рыбка, то погана юшка. Вот так оно так и получается. Ну, со стороны неплохо смотрится. И я не знаю, у меня почему-то вот так вытянулась этот угол. Я что я только не делала. Я и там, ну, особо гладить-то не будешь с этими бисеринками. Не хотелось мне их как-то сильно уж разглаживать. Ну, подумала, ничего, пусть останется так, кривенько и косенько. Handmade называется это в современном мире. Ну, вот такая красота. В рамочке теперь у меня есть. Ну, эта рамочка вешать на стену, видите, не поставишь ее. Я ее вроде хотела как здесь на столик поставить, но не стоит она на столике, потому как нету. Надо ее повесить на стеночку. Пока весна не закончилась, поставила ее здесь рядом с моей мандалой на камине. Ну, пусть постоит пока вместе. Красиво, мне очень нравится. Тут что-то у меня произошел творческий кризис, и я не знаю, что же мне взять повышивать. То бедно нечего взять повышивать. И чтобы меня не тянуло начать что-нибудь новенькое, я вспомнила вдруг, у меня что есть кубики, и у меня же есть списочек. По списочку вышли только у меня кружева и тюльпаны. И еще здесь довольно-таки приличный список остается. 8 наборов у меня еще в наличии. И сейчас я готова на все. Даже если мне скатерть с птичкой выпадет, я буду ее вышивать. Поэтому я решила бросить кубики. Ну, сейчас первый бросок. И это у нас будет номер вместо 5 и 11. Посмотрим, если выпадет, тогда переброшу. 9. 9 у нас петух в маках. И сколько же мне крестиков у них в петухе надо вышить? 5 и 1. 600 крестиков. Прекрасно. Обожаю петуха в маках. И я готова его начать. Сейчас мы посмотрим, что у меня в данный момент, на каком я этапе с этим петухом. Так, коробочка от Ларисы Черновской в подарок. Печеньки там были очень вкусные. И что же у нас тут в наличии? У нас в наличии, да, я же уже начала второй мак вышивать. И тут уже начинается самое интересное. Остается мак, остается голова петуха, хвост. Ну, короче, еще вышивать. Остается еще очень много, и есть где, так сказать, разгуляться. Так что я пошла разгуливаться и посмотрим, до куда я догуляю. Ну, скорее всего, я сейчас буду вышивать этот мак.
Часть марлезоновского балета решила дошить я все-таки это покрывало. Ну, я даже примерить не могу, потому что у нас дожди какие-то нескончаемые. Кроме этого, у меня есть вот такое длинное платье. Я в нем как попадья. Я решила вот этот нижний слой отрезать, и у меня будет миди. Ну, короче говоря, по колено, чуть ниже колена. Потому что, ну, не ношу я его, оно лежит, а оно хлопковое, классное платьице. Что ж, примерка, потому что оставить я пока не могу, потому как вы видите, все мокрое. Но примерить-то мне надо, как у меня тут все получилось. Так, вниз. Это будет вот так. Вверх. По-моему, очень даже неплохо получилось. Мне нравится. И нарядно, и аккуратно, и удобненько. Модель демонстрирует красивый диванчик. Лулу, седута, седута. Браво, Лулу. Эко ке белло. Целое утро провозилась с этим покрывалом. На обед будет у нас лазанья. Ну, рагу я вчера, в принципе, сделала, а сегодня только сложила все вместе. Конечно, домашняя получается вкуснее, но полуфабрикат гораздо дешевле. Я не знаю, как так получается. Ну, вроде неплохое, но дешевле. Да, получается. Сейчас покушаем, пойдем гулять с Лулу, а то она там уже с ума сходит. Потом будешь идти сама. Мы очень любим гулять. Мама на руках. Я к вам с отчетом. Ну что же у меня тут навышивалось. И, как вы можете заметить, навышивался у меня этот маг. Дошился, собственно говоря, этот маг. История называется, так, поближе,
50 оттенков розового. Это вообще, здесь их столько, я вам не могу передать. Ну, даже так и видно. Но зато какая красота необыкновенная получается. И это еще без бэкстича. Вы уже видите, что этот мак туда он развернутый. Этот лепесточек завернулся в эту сторону. Очень красиво. Ну, конечно, замахивает. Взял один цвет, 10 крестиков, другой цвет, 10 крестиков, третий, пятый, 10. Ну, я вам клянусь, здесь их очень много. Но мне еще 2 мака впереди предстоят. Так что, ну, знаете, оно как-то не напряжно. Вот я не знаю, меня не напрягает вот этот дизайн абсолютно. То ли цвета здесь мне, которые мне очень нравятся. Ну вот я вышиваю его с удовольствием. Очень хорошо мне видно это Белфаст. Прекрасно. Я очень довольна. Но, несмотря на все то, что я счастлива вышивать этого петуха, я все-таки хочу взять. Я отшила здесь 600 крестиков, как я и предполагала. Думала, как это неудивительно. Это вот я закончила этот мак, здесь получается 604, по-моему, крестика. Ну, дошить тютелька в тютельку, как так было задумано. Ну, сейчас я его хочу отложить, этот петух, он и в летние отлично подойдет дизайны, а я же все-таки хочу закончить эти мои весенние дизайны. И я хочу, ну, по-другому просто сказать не могу, домучить эту весну от Serenity Ди компании. Сейчас мне там осталось, ну, сейчас я покажу, что мне осталось, а где я там сейчас. Так, я вышиваю вот эту часть этого баннера, и это у нас весна. У меня маргаритки, и это для тех, кто не смотрел. Я, наверное, уже всех замахала этим дизайном, но тем не менее. Напомню, а вдруг у меня новые подписчики, которые я очень-очень рада. Добро пожаловать. Вот вышиваю я этот дизайн, такой маленький и такой мучительно долгий процесс. И покажу сейчас, где я нахожусь. А нахожусь я вот на этом моменте. Ну и как видите, у меня остаются здесь бабочки, 3 больших, и вот это вот тоже какие-то бабочки, мухи, непонятно что. И надпись. Ну вот казалось бы, да, ну что тут, ерунда. Ну и посмотрим, сколько времени эта ерунда займет, потому как я уже неоднократно говорила, идет он у меня с большим скрипом. Но зато вот как нарядно, красиво получается. Яркие ромашки, такие реалистичные, очень красиво. И это будет у меня 3-й дизайн на этом баннере. И последний будет лето, которое мы оставим на лето. Летом у нас будет лаванда. Вот такая лаванда. Здесь уже с пчелками. Ну, тоже я смотрю, здесь тоже будет еще та каша-малаша. Ну, ничего, не будем заранее что-то там придумывать. Будем решать проблемы по мере их поступления. Вот будем сейчас, Николай II, буду вышивать этих бабочек. Ну, это будет вечером. Сейчас у нас утро, субботы, и я хочу помыть окна, пока у нас прекратились дожди. Но они в среду опять начинаются, ну хотя бы чуть-чуть их вымыть, эти окна, бо уже через них ничего не видно. С этими дождями со всеми. А это меня подождет до вечера. У нас кровать не застилается до обеда, потому что... Что? Потому что спит кошка. Ну как же ее побеспокоить? Видишь, какая кругленькая стала, толстенькая. Так, хочу сейчас отпороть вот эту штуку,
постирать. И, наверное, я пришлю тоже зеленую, но вот такую ленточку. Я сейчас отпарю, посмотрю, что я там пришивала эту ленточку. Ну, наверняка я что-то тут прикрывала этой ленточкой. Но если там все в порядке, я даже не буду никакую ленточку пришивать. Нафига она нужна? Я эту ленточку, думаю, нафига я ее сюда цепляла. Но, видимо, до этого я еще что-то сюда цепляла, потому что вот здесь клеем все испачкано. Но я, наверное, не нравилась мне эта строчка, я ее хотела прикрыть. Ну, короче говоря, на Королесе лучше бы я оставила вот так, да и все. Ну, сейчас постираю. Если она у меня вот это отойдет, я ничего вообще не буду сюда лепить. Смотрели Eurovision Song Contest. Как вам? Понравилось, не понравилось? Как вам оформление сцены? Это проходило все в Базеле, в Швейцарии. Все очень горды. У меня дочь живет в Базеле. Был огромный праздник. Они ходили в эту деревню Eurovision, там, где все эти выступающие. Очень понравилось, классно было. Ну и, на мой взгляд, очень хорошо они организовали. Красивая сцена была, красивое представление. Наконец-то решилась и разгребла и повыбрасывала старую обувь. У меня были сапоги, в которых я ходила еще в Украине. Это больше 15 лет назад. И они стояли. Чего они здесь стояли? Здесь таких холодов не бывает. Я их вообще не носила ни разу. И посмотрите, как изменилась моя обувь за прошедшие года. У меня одни кроссовки практически. У меня 2 пары туфель. Там вон внутри ботинки стоят одни, типа ковбойские. Все. У меня одни кроссовки. И на зиму, и на лето кроссовки. Капец. И как оказалось, тяжело мне расставаться со старыми вещами. Блин, это никогда не могла себе подумать такое. И пару курток выброшу тоже. Ну, не выброшу, а там на сбор отдам. Это катастрофа. Проверить лайфхак, который, как обычно, нашла в Инстаграме. Надо взять влажную, ну, чтобы типа освежитель в этом самом шкафу. Надо взять влажную салфетку, насыпать в него немножко. У меня вот этот напизан, он без запаха. Насыпать немножко в него риса. Я думаю, хватит. И побрызгать вашими духами или что вы там любите. Я решила не рисковать, крепкие не брызгать, вот эти полегче. Ну, посмотрим. Положу туда в обувь, пока в вещи не буду класть. Ну, типа завязать и подвесить в шкафу. И будет типа вам пахнуть. Попробую, потом скажу, как работает или нет. Помните, я вам рассказывала, что я в Икее купила коробку, вот такие коробки сейчас там продаются. Она была такая веревочка завязана, чтобы крышка не падала. И, короче говоря, я думаю, ну, переоформлю вот этот свой Shepherd's Bush. Видите, у меня тут такое большое расстояние. Переоформлю в эту крышку. От этой коробки вот сюда она, видите, поменьше чуть-чуть размером, чем та. И сюда ж весенние кружева. Доделала весенние кружева. И я что-то как дурень с писаной торбой ношусь с теми кружевами. Не знаю, куда их. То ли в рамочку, то ли в крышечку. Короче говоря, получила я рамочку. Сейчас я вам и рамочку покажу. Ну, сейчас, погодите. Самый прикол расскажу. Короче говоря, снимаю я здесь веревочку, которая держит эту крышечку. Открываю я эту коробочку. Та-дам! И в этой коробочке оказывается еще одна коробочка. Прикиньте. Тут, к моему счастью, вообще не было предела. Ну, одна поменьше, другая побольше. Вот такие, получается, 2 коробочки. У меня коробочка на коробочке. Коробочка погоняет. И я такая думаю, о, какое счастье. А что ж теперь сюда надо что-то ж пристроить? А потом перебирала там, искала, ну, у меня там одна идея есть, я искала тканюшку и ткнулась на вот эти мои вышитые полосочки. Я вам когда-то уже их показывала, сейчас покажу.
У меня в ванной была этажерка, и я в эту этажерку понавышивала, там она была такая страшная, старая, я навышивала, ой, извините, качнула, вот таких полосочек сюда, чтобы на дно положить. И тут я раз так примерила, прикиньте, она идеально вот сюда вписывается, отличненько. Здесь надо только, конечно, она длинная. И у меня таких полосок 3. Но проблема в том, что я вышивала эти полоски остатками какими-то ниток, и вот они у меня все разных цветов. Сейчас я их пока повыше вам покажу, чтобы оно было более-менее лучше видно. Непонятно, что я тут показываю. Вот видите, это светлое такое, совсем светленькое, зелененькое такая. На аиде это все вышито. Это еще, наверное, до того было, когда я решила серьезно начать вышивать. И вот такая среднего цвета. И если на вот эту маленькую коробочку, она подходит идеально, как я вам уже показала, она там сзади, чуть-чуть ее укоротить, и будет замечательно. И таким образом, вот здесь, видите, чуть-чуть она заходит. Ну, даже можно не укорачивать липучку, может какую-то прицепить или еще что-нибудь. И вот такой будет короб оформленный. То на эту она коротенькая, она не хватает длины этого. Видите, она вот здесь вот так. И я вот теперь думаю, мне прицепить, прошу, как говорится, совет зала. Мне сделать вот такими эти коробки сделать, вот так их оформить с вот этими штучками. Ну, они, в принципе, можно сделать так, чтобы они были, снимались, одевались, не вопрос. Либо мне все-таки оформить вот эту коробку с Shepherd's Bush, с вот этой картинкой. Видите, ее вот сюда. А сюда весенние кружева. Либо оставить эту коробку так, а весенние кружева оформить в рамку. Сейчас вам покажу рамку. Так, весенние кружева, они просто на этой зеленой под этой лежат подложке. И вот такая вот рамка. Паспорту нет. Паспорту нет наличия. Либо самому вырезать. Я в своих силах не уверена. Ну вот, это на зеленом фоне. А как я хотела на вот таком сиреневом фоне. Сейчас я подложу. И мы посмотрим, как это выглядит на сиреневом фоне. Ну вот так оно понежнее, мне кажется, выглядит. Что вы скажете? Ой. Итак, вопрос. Что делать? Оформлять в коробку и Shepherd's оформлять в другую коробку, либо оставить в рамке вот так на стеночку красиво повесить. Конечно, было бы, если бы паспорту такое хотя бы тоненькое, наверное, это было бы покрасивее. Ну, даже так. Он сам дизайн красивущий. Что тут уже говорить. А коробки оформить, как я вам показала, вот этими лентами вышитыми. Что вы скажете, друзья мои? Жду ответа, как соловей лето. У нас вчера была тренировка в Мелиде. Ну, вот это здесь вот такая красота необыкновенная. И я ходила и думала, как красиво вообще, надо снять обязательно. Но так как была тренировка интенсивная, у меня не было возможности остановиться. И я сегодня специально поехала, чтобы немножко поснимать эту красоту. Мы гуляли с Лулу. И вот так красиво. Вот эти розы, они пахнут. Ты стоишь на расстоянии 20 метров, они пахнут безумно. Здесь есть теннисный клуб и кафешка. Но сейчас никто не играет, потому что обед и в понедельник вообще-то люди работают. Ну, посмотрите,
Ну, чтобы этими всеми благами пользоваться, надо иметь дохренище денег. А мы вот ходим, просто дышим. Лебеди у нас тут красиво плавают. У меня только собачья еда. Здесь еще находится очень такой известный, знаменитый в туристических кругах Свис Миниатюры. Я уже была там 150 раз, особенно как только приехала, сама сходила, потом пока друзья все приехали, посмотрели, я вот вам из-за забора поснимаю. Ну, там в миниатюре вся Швейцария. Это просто прикольные такие велосипеды прикреплять. Но уже летний сезон открылся, и уже много туристов, только, ну, сегодня понедельник, как я уже сказала, так вообще классно. Уже вон кораблики, на корабликах уже катаются. Все, лето настало. Ну, а мы с Лулу ходим, тренируемся. Там я насмотрелась в Ютубе, как дрессировать собак. Купила ей такой намордник, это у меня как лошадь, знаете, когда на лошадь вот это поводья эти одевают. Ну, она черная, на ней не видно сейчас. Ну, вроде ходит, уже не тянет. Ну, одна собака, конечно, еще очень сильно реагирует и кидается. Вот с этой проблемка у нас такая. Ну, завтра приходит уже этот инструктор. А это местный пляж, вот такой, здесь лиственницы растут, они мне так нравятся, они такие красивые, эти деревья. Вон пляж, он весь вылизан, этот самый, когда не сезон, туда можно просто заходить, на берегу сидеть, там, я не знаю, если зимой купаться, а когда сезон, конечно, это вход платный. Ну, видите, там все чистенько. Ну, с собаками туда нельзя, и поэтому мы как бы в сезон, не в сезон мы туда заходить не можем. И вот мы ходим за забором и заглядываем внутрь, что там, да и как. Ну, там вообще никого нету сейчас, потому что, ну, еще купаться прохладненько. А вот там вдалеке я увидела, сидят люди с собакой, но оказывается, это уже за забором. Барабанная дробь, та-да-да-да-дам! Такой маленький, но такой занудный этот дизайн. Я его вышила наконец-то. Я этому безмерно рада. Я даже вам не могу передать, как я рада. Я, наверное, так радовалась только после мандалы, что я ее закончила. Ну, как видите, вот были у меня ромашки в предыдущем там, включении, вы это видели, и я повышивала вот эти бабочек. И я начала вышивать вот с этих темных цветов, и они такие как-то, ну уж слишком были темные на этом фоне этих белых ромашек. И мне показалось, ой, ну что-то как-то не очень, что-то мне не очень это все нравится. Ну, а потом, как вы видите, когда все это отшилось уже и оранжевыми, и желтыми, и яркими цветами, оно придало этому постному виду этих ромашек, придало яркости и такой более живости, скажем так. Ну, вот такой простенький сюжетик примавера, то бишь весна заканчивается, и слава богу, закончился этот дизайн, и отложу-ка я его, наверное, ну хотя бы на месяцок, и лето я начну попозже, потому как, ну, что-то такое себе. Очень трудно мне дается на этой ткани вышивать. Это я не помню, что это. Это лед, скорее всего, потому что вот неравномерная здесь. Ну, в смысле равномерная, но не, как это сказать, есть такие потоньше, потолще ниточки. Видите, вот здесь. Это, скорее всего, лен, и не очень мне легко на нем было вышивать. Ну вот, посмотрим поближе. Ну, даже сказать это и нечего. Так много я вам рассказывала про это, что уже и говорить нечего. Ну, вот такие бабочки получились. И вот такая надпись.
сердечки. Ну, это вообще, вы же понимаете, сердечки и надпись, это был последний штрих, и это быстро, очень быстренько, раз, и сделалось. Это вам не тут бабочки вышивать, менять раз за 3, 4, 5 в одной бабочке цветов. И потом беленькие, когда я уже все вышила, белым я вышивала в самую последнюю очередь. Я думала, белое как-то оно сюда не впишется. Ну, мне почему-то эти бабочки постоянно как-то вызывали сомнения. То сначала мне вызывало сомнение, что слишком темное, потом мне вызывало сомнение, слишком белое. Ну, в итоге получается очень красиво. И я надеюсь, я правильно рассчитала, как вы видите, у меня здесь, сейчас я подниму чуть-чуть повыше. Вот у меня расстояние от весны к осени вот такое. Я тут рассчитывала 150 раз, я надеюсь, я не промахнулась. И у меня лето вместится туда. Ну и вот осень и зима, как вы уже видели неоднократно, закончены. И откладываем. Ну, осень мне все равно больше всех нравится. Самая яркая, самая красивая. Ну, зима, она и есть зима. Весна вот такая. Хорошо. Еще последний взгляд. И прощаемся с этой работой. До лета. Не навсегда, а до лета. Так, и мне сильно хочется, по логике вещей, да, тут осталось 10 дней весны, мне бы не мешало взять и закончить Рената Паролин «Красная весна», но что-то мне не хочется. Мне хочется что-то маленького, быстрого и красивого. А что у нас маленькое, быстрое и красивое? Ну, как вы все знаете. У нас Mill Hill маленькие, быстренькие, красивые. И я захотела вот такого львенка вышить. «Львиное сердце» называется этот наборчик. Вот такой у него номер, кому интересно. Кто еще вдруг, если есть такие, его либо эту овечку не вышил, можете... Я покупала на 1, 2, 3, он был там в наличии, сейчас не знаю, не могу сказать, потому как покупала уже давненько, я, наверное, в прошлом году, наверняка, наверное. И посмотрим, что у нас есть в наличии. Ну, как вы понимаете, ничего нового здесь не обнаружилось. Ниточки вот у нас мулине. Бисер очень красивый, медового такого цвета. И там беленькие, как жемчужинки, маленькие. Магнитик, ну это всегда предполагается, что это будет магнит. Иголочки, что меня очень радует, потому как мне очень нравятся их иголочки. И я их не выбрасываю и оставляю себе. И львиное сердце. Вот оно какое красивое. И бумага. И тут вышивается, я так полагаю, не крестиком, а какими-то вот такими загогулечками, видите? Сейчас мы прочитаем. Ну, вот здесь даже написано как Star Stitch, это называется, звездный стежок. Вот так вот. Вот такой стежок этот будет звездный. Полукрест есть. А, это с этими самыми полукрест бисер пришила. Вот овечки у меня нет. Я овечку тоже очень сильно хочу, но она мне не попадается почему-то. И это очень печально. Хочу овечку. Так. Ну, как все как обычно. И, значит, здесь даже не очень много этих 7 цветов мулине и 1, 2, 3, 4 цвета бисера. И одно сердце. Ну, ничего особенного. Маленький будет этот львеночек, и это будет у меня подарочек Дотси, потому что она у меня львеночек. Вот, пошла я вышивать, посмотрим, что получится. Что-то давненько мы с вами ничего вместе не пекли. Предлагаю сделать крамбл, самый быстрый торт в мире. Для этого нам потребуется 300 грамм муки, туда же добавим 100 грамм сахара,
Туда же добавим 125 грамм сливочного масла и цедру одного лимона. Чайную ложку разрыхлителя и ваниль. У меня пакетик ванильного сахара. Все это хорошенечко перетрем вместе. Сделаем такую крошку. И в крошку добавим яйцо. И снова перетрем это все вместе. Я потом руками уже, чтобы помельче сделать, ее сделала. Возьмем 250 грамм черники, можете другую ягоду взять. Добавим 2 столовые ложки сахара, сок половины лимона. Перемешали хорошенечко все это. И теперь собираем. Выкладываем половину крошки на дно формы. Сверху выкладываем нашу ягоду. И сверху посыпаем оставшейся крошкой. И всю эту красоту отправляем в духовку на 45 минут при 180 градусах. И вот что у нас получится. По традиции присыпем сахарной пудрой и наслаждаемся чаепитием. Приятного аппетита! Ну вот, и готов мой львеночек. Смотрите, какой он милый, какой он классный, какое у него доброе большое сердце. Красота необыкновенная. Вышивается он, видите, вот такими вот стежками. Звездный стежок называется. И здесь очень-очень много бисера. Здесь бисера, мне кажется, больше, чем крестиков. Ну, крестиков здесь только вообще в голове. Вот такой красивый. Осталось мне его вырезать, сделать петелечку такую. И будет готов мой львеночек. Очень милый, очень красивый. Заняло это у меня 3 вечера. Ну, заняло бы оно, конечно, меньше, если бы меня не отрывали. Знаете, так что я заметила? Когда я не вышиваю, я вообще зависаю в Инстаграме, капец какой-то. Вот, казалось бы, да, я там, допустим, вышиваю, когда я там повышиваю до 11, полдвенадцати вечера и иду спать, ложусь спать, там умылась, то все, и я сплю. Когда я не вышиваю, там чем-то занята, я также точно иду в 11, полдвенадцатого ложиться спать, это все, и я в конце беру почему-то, после вышивки я не беру телефон в руки, а если я не вышиваю, я беру телефон в руки и зависаю в Инстаграме час-два, думаю, блин, капец, за это время я могла там вообще повышивать сколько всего, хотя я ночью предпочитаю спать, и, ну, я тупо думаю, ну, сейчас там 10 минут в Инстаграмчике, через 2 часа очнулась. Короче говоря, надо вышивать, чтобы не торчать в этом Инстаграме. Потом еще один прикол, вы пока любуйтесь, который я заметила. Начала там с дочкой разговаривать, начала там найти, ой, что-то у меня так просмотры в Ютубе упали, подписчиков новых мало, ну, короче, жаловаться. Плач ярославный, блогерский, как обычно. А мне дочка говорит, да потому что ты делаешь эти видео длиннющие, полчаса, кто эти видео смотрит, и надо делать видео короткие, информативные, и это занимает меньше времени, меньше трудозатрат и всякое такое. Я говорю, не бери вышивальный YouTube в этот аспект, это совсем не то. Что такое 15 минут? 15 минут это только ты приготовил, положил себе компьютер, здесь поставил лаптоп с сагой, здесь положил телефончик, а вдруг подружка позвонит, спросит, какую ниточку там. Здесь же, опять же, телевизор надо настроить какой-то, найти канал, который вдруг тебе понадобится смотреть в компьютере, выбрать последовательность, и 15 минут эти прошли, а ты еще даже не приготовился. Потом показывать надо долго, ты показываешь вот так и вот так, вот так. Надо, чтобы все успели дошить рядочек, либо дошить ниточку, либо цвет закончить, либо сегмент какой выделили закончить и успеть посмотреть, что же я там показываю. Я показываю львеночка.
Я говорю, в вышивальном видео это не работает 15-20 минут информативным. В рецептах да. Я сама рецепты смотрю, которые короткие. Так, все. Вот такие размышления мои. А вы как думаете, надо делать видео короткие, информативные, либо на час, на полтора, чтобы все успеть, чтобы повышивать в удовольствие? Что такое вышивать? До час даже. Что там час вышивать? Нечего вышивать. Ну, в общем, такие дела. Короче, вернемся к нашему львенку. Естественно, я его доделаю, этого львеночка. Смотрите, как сердечко блестит. Смотрите, какие красивые. Это петит, это все вышивалось крестиком. Вот и черненький тоже петит, и только вот этот беленький и коричневенький вот этот вот здесь на гриве вышивался полукрестиком. Осталось очень много ниток, ну очень мало этих бисеров. В какой-то определенный момент мне стало страшно, что мне не хватит вот этого темно-коричневого бисера. Ну, всего хватило. Ну, вот такая красота необыкновенная получается. Вот, а у меня тут идея фикс. Я хочу начать один проект. И у меня даже есть все ниточки, как это ни удивительно, у меня все нитки к этому проекту есть, и я единственное, только я не могу подобрать подходящую ткань, потому как у меня терзают смутные сомнения. Сейчас я покажу, что я хочу и на какой ткани. Этот бардак. Угадайте, как... Что я делаю? Напишите пока в комментариях, а в конце видео я вам скажу, что я делаю. Итак, показываю и рассказываю, что у меня тут за идея фикс. Короче говоря, давным-давно я хотела себе закладку в книжку. 3 закладки уже остались у кого-то в библиотеке, как приятный бонус к прочтенной книжке. И мне еще одну захотелось сделать. Главное не забыть ее в какой-нибудь очередной книжке. И что я хочу? Я хочу вот этот бордюр, ну, сделать закладку, как вот этот бордюр. И у меня на удивление, ну это вообще просто действительно удивительно, у меня нашлись все нитки по ключу. Ну, здесь она, видимо, на моноконве дырявчатой такой вышивается. Но я буду вышивать, понятно, на 28-м каунте. И какие варианты у меня? Я сейчас покажу варианты, и вы мне поможете выбрать. Первый вариант вот такой. Это 28-й каунт, равномерка. Вот такая, четенько видно, вообще замечательно. И мне нравится, но я думаю, что здесь вот эта винтажность на голубом фоне потеряется. Как вы считаете, что вы думаете? Или будет классно она смотреться? Я хочу также, чтобы она как бы винтажненько выглядела, эта закладочка. Второй вариант. Это вот такой у меня. Есть такая равномерка. Не, это лен, наверное. Или равномерка. Лен. Цвета айвори, что-то такое. Это, по-моему, я сапоги от Just None на нем вышивала. Ну, опять же, я вот хотела бы вот такое вот желто-розовенькое что-то такое. Хотя розовенькие, они же самые цветочки. У меня есть еще тупо розовое. Сейчас покажу розовое. Вот такое розовое есть. Вот так. И винтажное. Винтажное у меня есть. Помните, я сливами красила. Вот такое. Вот, ну, и на этом будет уже винтажнее не придумаешь. Но здесь, видимо... был уже 32-й каунт. Или, не знаю, или стал 32-й каунт. Ну, вот на телефоне, через телефон, что ли, вышивать.
Сейчас я положу ниточки, и мы с вами попытаемся это все выбрать. Ну вот так. Ну вот мне кажется, на розовом вот эти вот будут как бы теряться розовенькие, да? Думаю, да. Ну вот на этом будет, наверное, прикольно все-таки выглядеть. Это будет, как я хочу, винтажно. Так. На вот этом. Ну, на этом тоже, как обычно, оно будет выглядеть. На светлом всегда красиво выглядит. Что? Ну, вот это будет слишком яркое. А где тут такой оранжевый яркий? Здесь я на картинке что-то и вот этого ярко-оранжевого я не вижу. Ну, по ключу 970. Ну и вот этот голубой. Ну, голубой вообще не будет винтажный ни разу, будет современный. Как вы думаете? Ну, будет красиво, конечно, на голубом. Вот, короче, не было мне чем заняться, я решила заморочиться с этим делом. Вот такая. А то, что я вам показывала в предыдущем кадре вчера, это я делала еду для собаки, домашнюю еду для собаки, потому что приходила это, как это называется? Кинолог, да, кинолог это на русском называется. Приходила и полное разочарование. Короче, деньги выброшенные на ветер. Я вообще просто, не ожидала такого отношения вообще. Надо было, конечно, сказать, идите нафиг. Платить я не буду, ну, как обычно. Заплатила и очень сильно расстроилась. Короче говоря, она... Мне первое то, что не понравилось, мы прошли по улице, я, чтобы не соврать, минут 10. Мы не встретили ни велосипедистов, ни собак, ни вот эти проблемные, проблемы имею с моей собакой. Она всего этого не видела вообще. Только она увидела, что она тянет поводок. Ну, так это и так ясно. Все собаки поначалу тянут. Потом второе, что прошлись мы 10 минут, вернулись дома, сели, и она там села в компьютер, давай что-то печатать, что-то там составлять. Дала понюхать какие-то ароматические масла Лулу. И потом на базе вот этого, то, что она выбрала Лулу, какие масла ей больше понравилось, она составила ее типа портрет, там, знаешь, какие у нее проблемы, там, что она трусиха, что она там, что у нее еще что-то. Ну, короче, фигня какая-то. Потом посмотрела на ее вот эту медицинскую карточку, а там, я по-моему, рассказывала, я когда ее взяла, сразу у меня подозрения навели, что у нее уши больные, потому что у предыдущей собаки у меня были больные уши, и этот запах я знаю прекрасно, и был этот запах, я повела к ветеринару, и так и оказалось. У нее оказался хронический отит, как они сказали. Ну, в смысле, отит, но если у щенка в таком возрасте отит, это значит типа хронический. Ну, я не знаю, тогда я прокапала, и до сих пор это все не вернулось, и, надеюсь, не вернется. И нормально она себя чувствует. И так как у нее этот отит, она не может есть эти карбогидраты, как это называется? Ну, хлеб, вот это, хлебные изделия, карбогидраты, да? Правильно. Ну, вы поняли, я надеюсь. И поэтому, во всех этих кормах, которые продаются и в супермаркете, и в специализированных, во всех они есть эти карбогидраты. И, короче говоря, надо готовить самой мясо и эти овощи перемешивать и добавлять там оливковое масло, там, либо масло рыбы жирной еще приписала. И все.
Все, вот это совет, который она мне дала, это 2 часа работы, и она мне не посоветовала, что делать, когда она тянет, что делать, когда она на собак кидается. Она мне сказала, ну, это было знакомство, это самое дорогое, а последующие будут дешевле в 2 раза, будем работать. Я такая подумала, ну, это ты будешь работать, меня это не устраивает. Вообще такое отношение, я расстроилась, короче, не могу передать вам как. И, в общем, мои соседи говорят, у нас здесь есть один чувак, он ездит там, он из Италии, он ездит по всей Италии и Швейцарии, он там всех этих собак дрессирует, он в прошлой жизни был собакой, он знает, как с ними разговаривать, они шелковые у него становятся, не знаю. Он еще до хренища больше стоит, этот чувак. Но он приезжает и 2 дня тупо проводит с собакой, смотрит в доме. Ну вот она тоже, я думала, тоже она придет, посмотрит в доме, как она себя ведет, какие у меня проблемы. Ну вот ни по одной проблеме она мне не дала совета вообще. Ну как это? О, только что вот кормить ее надо. Ну так я не просила нутрициолога, я хотела кинолога, мне не нужен, что ты там мне еду эту. Это уже, ну понятно, это важно, ну это все за эти деньги, ну извините. Короче говоря, вот такие дела. И сейчас я пойду собирать черешню. И я не знаю, сегодня вечером у меня хватит сил что-то вышивать, потому что вчера после этой всей готовки там надо было отдельно приготовить курицу, отдельно приготовить индюшку, отдельно там рыбу, отдельно говядину, отдельно, что там она еще сказала ей, ну да, вот это все, кролик там еще, ну кролика я не, печенку надо было, куриную печенку, на говяжью печенку, короче говоря, дохерища всего, и потом отдельно все эти самые овощи, там морковку отдельно, тыкву отдельно, кабачки отдельно, ну вот все, короче, вот это у меня по тарелочкам это все было разложено, и потом я смешивала, в понедельник у меня там курица с морковкой, во вторник у меня там, я знаю, говядина со шпинатом, ну, короче говоря, я вчера весь, ну, после обеда я целый день, сначала я поехала, закупилась, целый день я этому посвятила, и я вчера была вечером такая уставшая, я не то что вышивать, я даже читать не могла, я включила какой-то фильм дебильный, ну, на котором я наполовину заснула, понятное дело. Так что сегодня будет черешня, не знаю, что мне удастся что-то повышивать или нет. И опять же, меня как-то что-то это самое зациклило на этой закладочке. Хочу я эту закладочку и не знаю, что мне делать. Ну, да, не будет теряться вот этот цвет на этом. Интересно мне знать. Ну, вот когда моточек, конечно, видно, а вот когда ниточка так, ну, блестит, ну, так как бы не очень. Может покрасить вот это немножко слегка каким-нибудь кофейком. Как вы считаете? Одним словом, у нас сегодня пятница. Послезавтра воскресенье выйдет это видео, и я подожду, пока вы мне что посоветуете, что вы скажете, что вы думаете по этому поводу. И тогда уже буду начинать. А пока я не знаю, может, повышиваю эту красную весну. Ну, что-нибудь повышиваю, если силы останутся. Вот, черешня у нас. Ну, и как обычно, на самой верхотуре самая спелая. Ну, не хочу откладывать на потом, потому что у нас опять дожди обещают. А вон там прям такая хорошая веточка. Сейчас пособираю. Помощница. Лулу. Ты уже чапкаешь. Красивущие розы покажу. Ну, насобирала тут килограммчика 3, наверное, будет. Сейчас немножко заморозим, немножко сделаем пирожочек и немножко поедим. Ну что ж, пошла черешня, делаем пирог с черешней. Итак, в этот раз я решила не полагаться на случай, а изобрести свой собственный рецепт. Взяла тесто, которое мне больше всего нравится, начинку, которая мне больше всего нравится. И вот что получилось. Получилось очень вкусно. Нежное тесто, не дубовое, мягкое, творожное. И
Мы с удовольствием слопали почти половину за один присест. Ну вот если была бы вишня, наверное, бы еще было вкуснее. Ну с вишней, наверное, сахара побольше. Я здесь совсем мало положила сахара, потому как черешня сама вкусная. Ну, очень вкусный получился. Видеорецептик выложу позже. Ну что ж, друзья, суббота. Вы видели, чем я занималась вчера, и посему вышивать... Ой, ну я вышила, если там крестиков 20 у меня вышилось, то это хорошо. Взяла я красную весну свою, все-таки я хочу ее, осталось тут совсем немножко, как видите, и хотелось бы мне, естественно, ее закончить. Еще у нас есть неделька. Я думаю, я за эту недельку все-таки завершу этот проект и буду ломать голову, что же, куда мне это пристроить. Там вариант сделать наволочки, наверное, самый подходящий будет. Ну, посмотрим, как там все сложится. И, как видите, я забыла взять ножницы и свечу своими ужасными ногтями, потому как маникюрша мне посоветовала снять этот гель и дать подышать ногтям. Так что придется вам терпеть мои дышащие ногти. А здесь я повышивала вчера совсем немножко. Ну, вот здесь, по-моему, вот этот малюсенький кусочек, ягодки, 2-3-4 ягодки, несколько листочков. И закончила вот эту веточку делать. Ну, как обычно, здесь ничего сложного, все просто и достаточно легко. Ну, что смена ниточки, да, вы видите здесь. Здесь совсем понемножку. Здесь я уже делаю протяжки, как-то не хочу я. Ну, когда вот такое расстояние, да, на таком расстоянии я предпочитаю, конечно, закреплять ниточку. А вот когда вот здесь коротенькие такие, вот между этими, естественно, я не делаю протяжек. Делаю, то есть протягу. Господи, сама запуталась, что я говорила. Короче говоря, когда небольшое расстояние, я не делаю протяжки. Когда большое расстояние, закрепляю. Вот. Так что вот результаты, так сказать, моих 2 недель. Повторюсь еще раз, я вышила Serenità di Campania Primavera. Вот она, моя Примавера. Такая замечательная, красивая. Стоила она этих всех моих мучений и трудов. И я сделала львенка от Милхил. Вот такой, видите, оставила вот здесь, я думаю, дочка прицепит на сумку, ну или куда-нибудь под весик. И оставила специально, чтобы можно было привязать. Очень симпатичный львеночек со своим сердечком. Почему-то оно перекрутилось, но это не страшно. Вот такая красота. Ну, кроме этого, пекла пироги, собирала черешню, дрессировала Лулу. Если все остальное более-менее успешно, то с Лулу как-то не очень успешно у меня происходит дрессировка. Сильно, наверное, я ее балую, эту принцессу мою. Ну, я надеюсь, вы досмотрели это бесконечно долгое видео до конца. Если досмотрели, я жду от вас ваших советов по поводу закладок, по поводу коробок, по всем поводам, которые были в этом видео. Буду очень рада обратной связи. Спасибо, что меня смотрите, комментируете, делитесь моим видео, ставите свои пальчики вверх. Добро пожаловать всех новых подписавшихся. Я надеюсь, вам будет интересно со мной. И мы увидимся в следующем видео. И пока-пока.